Всем привет! Вы на канале 1000 меню. Сегодня мы приготовим жареные пирожки на кефире на сковороде. Первый секрет удачного теста на кефире – использование этого продукта в немного скисшем состоянии, чтобы в нем содержалось большое количество молочной кислоты, и кефир должен быть обязательно жирным, не менее 3,2% жирности. Кефир можно предварительно подержать в тепле, чтобы активировать действие молочной кислоты. Кефир подогреваем до температуры 36 градусов. Лучше это делать на плите на медленном огне, постоянно помешивая лопаткой, чтобы кефир не превратился в творог и не отслоилась сыворотка. Если кефир маложирный, то лучше добавить пару столовых ложек сметаны, чтобы тесто получилось сдобнее. Затем добавляем в миску с жидкостью сахар, соль и желток куриного яйца, тщательно перемешиваем. Сахар нужно обязательно добавить, даже если пирожки будут с несладкой начинкой. Без сахара в составе не получится удачное тесто. От куриного яйца нужно использовать лишь желток, белок не нужен, потому что он утяжелит тесто. Вливаем растительное масло и снова перемешиваем. Пшеничную муку просеиваем, также важно использовать свежий продукт, старая мука, пусть и в пределах срока годности, влияет на качество приготовленной выпечки не в лучшую сторону, соединяем с содой. Срок годности даже этого продукта может повлиять на результат приготовления теста, перемешиваем и всыпаем небольшими порциями в миску с жидкой смесью, каждый раз венчиком или ложкой перемешивая массу. Когда масса станет густеть, выкладываем ее на присыпанную мукой рабочую поверхность и продолжаем замес руками, постепенно добавляя немного муки. Тесто должно получиться мягким и гладким, кладем его в миску, закрываем сверху пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 15 минут. Это нужно сделать, чтобы клейковина хорошо разбухла, тесто стало более послушным и эластичным. Начинку для пирожков можно использовать любую по вкусу, у меня картофельная. Картофель заранее моем, чистим и варим в подсоленной воде в течение 25 минут, как на пюре. Отвар сливаем из кастрюли с картошкой, немного оставляем на дне кастрюли жидкости. Добавляем сливочное масло, соль, черный молотый перец по вкусу, по желанию обжаренный на растительном масле мелко рубленый репчатый лук, перемешиваем. Начинка готова. Отдохнувшее тесто делим на 10 кусочков или иное количество в зависимости от желаемого размера пирожков. Раскатываем каждый кусочек в круглую лепешку, кладем в центр начинку. Скрепляем края теста, формируя пирожок любой формы. На сковороду наливаем растительное масло, разогреваем его. Обжариваем пирожки на среднем огне с обеих сторон до румяности, достаточно по 5 минут с каждой. Снимаем пирожки со сковороды, промокнув лишнее масло бумажным полотенцем. Подаем пирожки к столу. Следуя простой пошаговой фотоинструкции, вы запросто приготовите вкусные пирожки и точно останетесь довольны результатом. Понравился рецепт? Тогда жду ваши отзывы и комментарии под этим видео. И не забудьте подписаться на мой канал. Столько интересных плюшек и кулинарных лайфхаков вы еще не видели. А чтобы не пропустить новые интересные рецепты, нажимайте на колокольчик. Для тех, кому удобнее готовить, имея перед глазами пошаговые фото, я оставляю активную ссылку в описании под этим видео на сайт 1000 меню. Очень рекомендую. Это не просто кулинарный сайт, это сайт нового тысячелетия, где в один клик можно поменять количество порций в рецепте, а программа автоматически рассчитает нужное количество продуктов. И это только малая часть возможностей. Если вы за ПП, ЗОЖ, то 1000 меню станет отличным инструментом, чтобы посчитать калорийность блюда, соотношение жиров, белков, углеводов и даже гликемический индекс. И бомба, которая нравится абсолютно всем, это личная рецептосохранялка. Все ссылочки в описании.